Чемпионат по стрельбе на дальние дистанции в двух дисциплинах многоборья прошел с 31 мая по 1 июня в огневом центре парка «Патриот». В соревновании приняли участие спортсмены из Москвы, Московской, Смоленской, Астраханской областей, Республики Саха и Якутия. Вы спортсмены, которые претендуют на разряды спортивные, звания, и для этого мы сегодня и собрались. Успехов, и пусть победит сильнейший. Соревнование объявляется открытым по коням. Сейчас у нас будет перестрелка. 6-й сквот убывает в галерее номер 16, всех остальных перестрелка на директрисе. Традиционно краткий инструктаж по мерам безопасности. Относимся к оружию всегда как к заряженному, не направляем туда, куда не собираемся производить выстрел. Контролируем палец в районе спускового крючка и смотрим, что находится за мишенью, справа-слева от нее. Внимательно относимся к командам судей, не забываем про флажки безопасности. Оружие переносим в чехлах. Ветра нет, погода хорошая. По-прежнему надеемся, что сегодня дождя не будет. Да даже если будет, будет интереснее, скажем так. Уважаемые стрелки, расчехляем оружие, готовимся к пристрелке. На пристрелке всегда летит в нуль. Вот что такое, да? А как начинаешь далеко стрелять, начинает не туда лететь. Это что такое? Участники чемпионата боролись за лидерство в дисциплинах: многоборье винтовка с ручным перезаряжанием пара и многоборье винтовка с ручным перезаряжанием группа. Каждая группа состоит из 2 пар спортсменов. 7 групп состязались за победу и призовые места чемпионата. Впервые Федерация стрельбы на дальние дистанции провела соревнования, включенные в единый календарный план Министерства спорта РФ. Чемпионат России по многоборью в 2025 году занимает место важное в едином календаре мероприятий, в том числе и по причине того, что это первое мероприятие официальное именно по дисциплине многоборья. Многоборье – это целая группа дисциплин в виде спорта стрельба на дальней дистанции, которая предполагает использование различных видов оружия, то есть винтовок с ручным перезаряжанием, полуавтоматических, карабинов, пистолетах, в любых сочетаниях, как индивидуальных соревнованиях, так и парных. В течение 2 дней спортсмены выполнили 20 упражнений со стрельбой на дистанции от 100 до 1000 метров. По условиям чемпионата один участник или спортсмен пары использует винтовку с ручным перезаряжанием, а второй – карабин под патрон в промежуточном калибре. Дистанция стрельбы у спортсмена с карабином ограничена 500 метрами. Формат новый. До этого работали в парах, но пары были там болты, пары были полуавтоматы, соответственно. А здесь такой интересный формат получился. То есть я из полуавтоматчика переквалифицировался в карабинщики. Ну, Анатолий как был в болтах, так в болтах и остался. Только одно упражнение было на почти 500 метров для карабина. Довольно сложная дистанция для карабина, учитывая, что мы стреляли с минимальной кратностью, и фактически прицельная марка закрывала полностью цель, в которую стреляешь. Поэтому стрельба была такая, как сказать, на уровне ощущений. Даже с прицелом, как вот использовали 1,5 крата, вполне рабочая дистанция, то есть закрывались с 1-2 выстрела без проблем. Задания сформированы таким образом, что очень сложно, так скажем, подготовиться. Взять, наколотить какую-то определенную там дистанцию, условно говоря, определенную сложность, переходишь на другую, а там все неожиданно. Впервые соревнование по стрельбе на дальней дистанции транслировалось в прямом эфире телеканала ТВ Спорт, входящего в линейку ресурсов «Триколор». По статистике, аудитория этого канала достигает 40 миллионов зрителей. Здравствуйте, уважаемые поклонники стрельбы на дальние дистанции. Чемпионат России 2025 года продолжается. Многоборье. Прекраснейший парк «Патриот». Так, сейчас следующая пара готовится. Тоже одни из опытнейших стрелков. Да, это Артур Маргачев и Владимир Давыдов. Также второй сквот. Артур как раз выступает с полуавтоматической винтовкой, в которой у него большой достаточно опыт, потому что он в основном раньше выступал с полуавтоматической винтовкой. Я так понимаю, это винтовка Адар, 223 калибр. А вот Владимира Давыдова, соответственно, Раптор,
Да, это тоже российские производители. Хорошо бы еще больше и больше конкуренции, тогда оружие будет еще более точным, лучшим и дешевым, скажем так. Итак, уважаемые участники, если закончили, разрядить, показать. Классное упражнение. Динамика, работа в паре и слаженность пары, то есть чтобы не было такого, что, например, там, болтовик раньше поражает мишень, чем карабинчик. Но можно было лучше и надо лучше. Хорошо. Не было прям каких-то мозгодробительных маленьких мишеней для карабина, и не было каких-то прям супер сложных дистанций для винтовки. Уже понимание есть, как те или иные упражнения стрелять, где как встать, где упор сделать. Ну и небольшие маленькие хитрости, да, от стрелков тоже, где как лучше поставить, упереться, потому что в брифинге всегда по-своему написано, мы стараемся их под себя, конечно, поднастроить. На начальном этапе своего развития стрельба на дальние дистанции развивалась в основном как индивидуальный вид спорта, где побеждал тот, кто обладал наилучшей подготовкой и техническим оснащением. Однако последние 2-3 года Федерация стрельбы на дальней дистанции особое внимание уделяет дисциплинам, где участники чемпионатов соревнуются в парном и групповом зачетах. Огромную роль играет это взаимодействие как в команде, которая состоит из 2 человек, то есть в паре, и команде, в которой участвует несколько групп стрелков, но они работают на общий результат. В данном случае у нас такой вариант, что парное соревнование, и один спортсмен с винтовкой, второй спортсмен с карабином. И задача каждой из пар, которая участвует, это показать максимальный результат, распределив между собой обязанности в выполнении упражнений. Винтовочник, он в основном замкнет очки, потому что его попадания, его цели приносят больше очков, там 2,5 раза в среднем больше, чем карабинщик. Цена выстрела у меня всегда дороже стоит. И, естественно, если и промах дороже. То есть, и ответственность, естественно, тоже больше. И всегда, если есть возможность, мы выбирали так, чтобы патронов было у меня больше. Потому что если он мажет, у него меньше очков, и мы так рассчитывали, чтобы у меня был запасной патрон, всегда старались. Было хорошее вот это упражнение «Экзамен», 1000 метров, когда у нас гонг там 40 на 50, который на БМП висит. Контрольная точка – это гонг на 200. Выстрел. Цель! Четко в центр. Я вообще и напарник мой первый раз в таком формате соревнований выступали. Конечно, было очень динамично, разнообразно. Конструкции упражнений тоже были очень непривычные. То есть надо было нестандартно работать. Я стрелял с винтовкой, ПРУФ 6,5 калибра. Сергей стрелял с полуавтоматом 223 калибре. Так как всего за месяц до соревнований узнали об этом формате, винтовку взяли просто охотничью, АУК. То есть у него нет ни сошек, ничего, стреляли просто с мешка и лежа. Промах! Промах! Ты стреляй. У тебя еще один. Да? Да, еще один выстрел у тебя. Стреляй. 1 минута 40 секунд. Отличие основное, что надо очень скоординированно и быстро работать в паре. Плюс цели надо поражать поочередно. Основная сложность то, что у карабина прицел 1,5 крата. Спортсмен-стрелок не может сам идентифицировать поражение цели на дальностях 300 метров, 400 и даже 500. То есть для 1,5 крат, это что-то невероятное. Поэтому приходилось корректировать, смотреть винтовку, потом переключаться на свои цели. В целом интересно. Серьезно стрелять начали с начала апреля, до этого холостили, но месяца 3 начали готовиться. И за месяц до соревнований узнали, что правило требует стрелять с карабина на малой кратности прицела. Это был опыт совершенно, первый лично для меня, хотя я опытный карабинщик, в практической стрельбе у меня там опыт почти 10 лет стрельбы. Постреляли, привыкли, интересно. Участники чемпионата России получили уникальный соревновательный опыт совместной стрельбы и взаимопомощи. Оба напарника могли корректировать друг друга и подсказывать в процессе выполнения упражнения. Здесь стреляет в паре оба стрелка, но у одного еще есть в качестве бонуса некоторое время помочь покорректировать. Не поддается. Много может. Так, вертикальную сделал? Да, 9,3.
Не видно было? Нет. Это был плюс, что можно было корректироваться. И действительно формат такой, он очень интересен, потому что не просто мы там лежим все и стреляем с винтовок. Все упражнения, которые представлены на чемпионате, они достаточно интересны, но требуют подготовки и слаженности команды. Мы вдвоем стреляем, пытаемся не подвести друг друга. И это очень интересно. Естественно, мы старались как бы контролировать друг друга, то есть контролировать поправки по прицелам, то есть занятие как бы позиций. И самое главное, это важная корректировка. То есть я как карабинщик корректировал стрелка с болтовой винтовкой. Разрешалось использовать то оборудование, которое берешь на рубеж с собой. То есть в одной руке карабин, мешок, в другой руке труба и вперед. Поправляли друг друга, использовали доп. Оборудование, которое никто не использовал. Оно было разрешено, не запрещено, да, допустим, мы использовали в одном упражнении 2-3 ноги. В рамках правил, но внесли это новшество, использовали, очень успешно помогало. В некоторых упражнениях мы там вообще 100% за первые, да, вторые места. Давай эту штуку сюда приставлю я. Да, держи. Дай мне мешок. Нет, она. Кажется, надо применять разные, скажем так, устройства для этого. Надо уметь стрелять с мешка или надо уметь пристаивать треногу. Тренога, мне кажется, очень сильно помогла. Молодец! Разница между тем, как стрелок выступает самостоятельно и в паре, конечно, огромная. Подготовка к изучению брифинга, подготовка алгоритма выполнения упражнений, поиск целей, промер дистанции, организация коммуникации вообще на стрелковой площадке, на рубеже. Формат чемпионата позволил привлечь к соревнованию спортсменов, ранее занимавшихся другими видами спорта, например, практической стрельбой. Очень интересно, необычно. Хоть раньше и стреляли большой карабин, но здесь совсем все по-другому. Очень большая работа в команде. Это самое главное. То есть, опять же, не подвести напарника, слушать то, что он говорит. Ну, иногда получать за это то, что если правильно делаешь. Мы хорошо, кстати, хит-фактор стрельнули с тобой. Ну, вот это... Да, когда 100 и 400-500. Ну, можно было еще лучше. Выбором карабинщиков в основном стали различные варианты AR-систем в калибре 223 Ремингтон и даже 5,45 на 39. Несколько участников матча бросили вызов дальним дистанциям с карабинами Сайга, также в промежуточных калибрах. Участники с болтовыми винтовками использовали оружие преимущественно в спортивных калибрах 6 и 6,5 мм, 260 Ремингтон, в некоторых случаях и 308 Винчестер. Я стреляю сегодня с винтовкой ТИК-Т3. Настроил ее буквально перед соревнованиями, поэтому вот впервые она стреляет. В принципе, достаточно хорошо, на мой взгляд. Я вспоминаю свою бурную молодость, когда я стрелял в ФПС, взял карабин в руки и стреляю сегодня с Орсис М15 в 223 калибре. Очень весело. Раз, два. Раз, два. Готов? Готов. Раз, два. Разрядить, показать. Я стрелял с заводом, которому 12 лет. Да, не все сразу с первого выстрела поражаю. Окей, но все поражаю. Модуль 3, дистанция винтовка около 635 метров, карабин около 475 метров. Мы рады участвовать в самом первом, получается, российском официальном чемпионате по стрельбе на дальние дистанции. Очень много упражнений, которые, правда, хорошо сделаны. Да, очень большая зависимость. Зависимость именно от карабина иногда, ну, в большинстве, конечно, от винтовки. Если болт попадает, тогда карабин вступает. Да? Это очень интересно было, скажем так, надеяться друг на друга. По сути, перед соревнованиями мы тренировались один раз. Сговорчивости пока нету. Олег говорит: командуй, будем делать так, как ты говоришь. А я не понимаю возможностей карабинщика. Что-то получалось, что-то не получалось. Где-то прям думали одинаково. Я первый?
такой вот коннект, он должен быть на всех соревнованиях. То есть, если мы стреляем в одиночку, это одно дело. Ты думаешь только про себя, и никто тебе не нужен. А здесь нужно как бы в паре отрабатывать и понимать, к чему быть готов. Надо выше на метр целиться. Хорошо, сейчас справа пришло. Интересные соревнования, но это всегда сложно. Тут за себя иной раз отвечаешь, а тут еще и за напарника надо и переживать, и смотреть, и все такое. И он там плохо что-то сделает, и ты, ну, то есть это очень сложно на самом деле. Так, когда сам выступаешь, ты ответственен только за свои поступки. Ложишься, закрываешь затвор и ждешь команды попадания. Стреляй! Пробов! Есть цель! Цель! Разрядить! Настоящее удовольствие получили от того, когда все попадали и попадали быстро, да. Вот. Разочарование тогда, когда все-таки были упражнения, где можно было запутаться, да, и в 20 упражнениях тяжело сохранять концентрацию в течение 2 дней. Поэтому были накладки, скажем так, и путали мишени, путали очередность, поэтому получили свои заслуженные нули в 2 упражнениях из 20. Так в целом все отлично. На 3-2 раз, помнишь, Володь? Да, готов. Готов? Да. Внимание! 3, 2. Внимание, готов? Сейчас, секунду. Давай, давай. Проблема. Назад, назад, затвор. Магазин, от магазина отомкни. Патрон застрял. Не досылается. У нас заминка произошла, то что на болтовой винтовке вылетел затвор. О чем думал, что ну все. Упражнения, думали, закончились, слили. Оказалось, там была техническая проблема с болтом. Болт вылетел из ресивера, и колпачок, то есть направляющий, не попадал в свое место. И то есть я не мог закрыть, дослать патрон и закрыть затвор. Все, давай. Готов, 20 секунд. Работаем. Давай. 3, 2. Следующий готов? Давай. 3, 2. Всегда надо работать до конца, никогда добивать до каждой последней секунды. Выстрелы все мы сделали, 3 парных выстрела. Во времени уложились. Результативность есть, поэтому работать нужно до конца, несмотря ни на какие там проблемы, затычки и все остальное. Надо начинать приезжать и стрелять на соревнованиях. Не бояться, приезжать на тренировки. Многие группируются, приезжают вместе, тренируются, стреляют. Поэтому бояться не надо никого стесняться. Приезжать со всеми, стрелять, смотреть, как выполняют стрелки те или иные упражнения. Так же, как и делали мы, набирались определенного опыта именно на соревнованиях. Я имею в виду в выполнении упражнений, в стойках, используемое оборудование. Это все только на соревнованиях. Дисциплина новая. Вот в таком формате первый раз проводим. Народу, что называется, дошло. Вот. Ну, будем развивать. Наша задача – это провести в каждой из дисциплин соревнования различного уровня, начиная от муниципальных соревнований субъектов, межрегиональные и всероссийские. Результаты чемпионата России 2025 по стрельбе на дальней дистанции в дисциплине многоборье. В парном зачете. 1 место Дмитрий Нефедов и Сергей Ярилин. 2 место Евгений Соловьев и Сергей Кириченко. 3 место Артур Моргачев и Владимир Давыдов. Я, знаете, всегда такой стрелкам задаю вопрос. Вот выиграл бы ты у самого себя 2 года назад, да? Если ты говоришь, что ты выиграл бы, да, значит прогресс есть. Если речь идет про практику, выиграл бы. Про снайпинг я уже давно не стрелял. В групповом зачете 1 место команда «Готов, стреляю». 2 место команда «ТГ Снайпинг». 3 место команда «Первые среди равных». Вот такой чемпионат России, чемпионат Москвы – это такие события, которые
по-новому просто организуют вообще тренировочный процесс. Потому что они вдохновляют на проделывание еще большей работы. Это праздник, который нам дает возможность общаться, показывать лучшие результаты, обмениваться опытом. Это очень важно. Прошедший чемпионат стал не только важнейшим событием в соревновательном календаре Федерации стрельбы на дальней дистанции, сделан еще один шаг в популяризации нового вида спорта.